Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Каждый раз я забываю это говорить, сегодня не забуду. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, потому что у меня нет бесполезных видео, все они в той или иной степени кому-то полезны, интересны. И такие же домашние пекари, особенно начинающие, как вы, больше будут приходить на канал и больше будут узнавать о домашнем хлебопечении. Поэтому не ленитесь, ставим лайки и подписываемся. А сегодня мы поговорим о том, почему расплывается пшеничный хлеб после расстойки. Те, кто уже пекут, да, даже те, кто не пекут, те, кто интересовались, читали, знают о том, что расстойку пшеничного хлеба можно проводить двумя способами – холодным и теплым. Теплым – это, как обычно, при комнатной температуре, а холодным – это долгая ферментация в холодильнике. И бывает такое, что, достав хлеб, мы начинаем выкладывать его из расстоечной корзинки, готовим его к выпечке. Вот мы его выкладываем, и вот он потек. Он потек, он растекается в стороны, он теряет форму, нам становится грустно на это смотреть. И в итоге мы получаем такую лепеху, большую по площади, низкую по высоте. И нас постигает разочарование, и руки опускаются, и вообще непонятно, что делать. Сейчас разберемся. Есть несколько нюансов важных. Первый нюанс. Если вы недавно печете, при этом вы смотрите разные социальные сети, смотрите пекарей, на которых подписаны, смотрите их пышные, высокие с гребнями хлеба, вам хочется то же самое, вы берете их рецепт, пытаетесь повторить, и у вас получается лепешка. Почему так происходит? Потому что для работы с тестом, как и в любом деле, нужен опыт и навык. Пока у вас мало навыка, понятно ваше стремление сразу достичь вершин, но постарайтесь начать с чего-то более простого. Я вам расскажу одну секретную формулу, как проверить. Вот вы начинающий, вам чего-то хочется такого классного испечь, и вы приступаете и не знаете, получится или нет. Как спрогнозировать, получится или нет? Берете рецепт по граммам и считаете. Делите все количество воды и жидкости. В жидкость включается молоко, картофельный отвар, макаронный отвар, там, не знаю, капустный рассол, все что угодно. Любая жидкость, которая есть в составе этого рецепта. Неважно, вода, не вода, любая абсолютно жидкость, квас. Если вы видите там жидкие пюре влажных фруктов, например, пюре тыквы, пюре моркови и еще какие-то пюре, мы их тоже считаем в жидкость. Если вы видите там масло, его тоже считаем в жидкость. Неважно, растительное, сливочное, любое масло считаем в жидкость. Посчитали, сколько жидкости, и считаем, сколько муки. В муку входит, собственно, мука, отруби и вот все сухие другие ингредиенты. Соль, сахар мы сюда не считаем. Считаем вот какие-то мучные ингредиенты. И вот мы посчитали количество муки и воды и делим количество воды на количество муки. И получаем процент. Мне кто-то еще писал недавно уточнение, что надо умножить на 100. Но я думаю, что все люди учились в школе, которые меня смотрят. А если вы еще в начальной школе и не учили проценты, то я вам объясню. Вы делите количество воды на количество муки, получается цифру, например, 0,7. И тогда вы умножаете на 100 и получаете 70%. 70% это для вас очень важный показатель. Тот, на который стоит ориентироваться. 70-75. Если показатель вы получили выше, чем этот, значит, вы либо не беретесь за этот рецепт, либо вы снижаете количество жидкости до тех пор, пока вы не получите 70-75. Если у вас получилось 60, 65, 68, все, что меньше 70, значит, можно браться за этот рецепт. Дело в том, что тесто высокой влажности сложное в работе, особенно для новичков. Для него нужна сноровка и навык. Все это у вас появится, но чуть позже. Поэтому выбирайте чуть менее влажные виды теста, чуть менее сложные рецепты, и тогда у вас все получится. Теперь почему растекается? Растекается как раз потому, что слишком влажное тесто. Либо оно просто слишком влажное, либо
оно слишком влажное для вас, и вы пока не умеете с ним работать. Либо получилось так, что воды много, а ваша мука не умеет впитывать столько воды. Это бывает в двух случаях. Либо это сама мука такая, да, и тогда можно попробовать испечь на другой муке. Либо вы живете во влажном климате, либо у вас дожди шли какое-то продолжительное время до этого. Мука, когда стоит и хранится, она впитывает влагу из воздуха. И если она уже выбрала влагу из воздуха, то добавленная вами вода при замесе увеличивает еще больше влажность теста, и у вас получается расплывающееся тесто. Это может быть первая причина. Вторая, наиболее часто встречающаяся причина — это, конечно, переброд, и об этом я очень подробно рассказывала в длиннейшем сюжете «Секрет пузатых буханок». Посмотрите, там я прям наглядно все показала, как получается расплывающееся тесто, как получается не расплывающееся тесто и от чего это зависит. Во-первых, это зависит от времени брожения. Если вы перебродили тесто по времени, оно неизбежно растечется. Во-вторых, это зависит, конечно, от температуры. Чем жарче, тем быстрее бродит тесто, тем быстрее, естественно, оно перебраживает. Поэтому охлаждаем, ставим в холодильник, соблюдаем температуру воды в замесе, если у вас жарко. Желательно, чтобы все было прохладным. Тогда у вас меньше шансов допустить переброд теста. Следующий вариант. Вы взяли слишком широкую, слишком большую расстоечную корзину. Чем теснее корзина, тем более собранным получается хлеб, тем лучше он растет вверх. Об этом я тоже рассказывала и показывала, как зависит хлеб от выбора расстоечной корзины. Посмотрите, это тоже очень интересно. Формовка. Конечно же, формовка имеет значение. Чем более плотно вы сформовали хлеб, тем меньше шансов будет у него потом растечься. Ну и возвращаясь еще обратно, насколько хорошо вы замесили тесто. Очень многие падки на всякие рецепты без замеса, там все смешала и испекла. На самом деле что-то из этого получится, но если вы не провели качественный замес, у вас гораздо больше шансов получить слабое растекающееся тесто, чем если вы провели замес качественно. И опять же, не торопитесь с замесом, старайтесь проводить его последовательно, следить за тем, что тесто собирается, как оно образует пленочки, как оно становится гладким, и домешивать обязательно тесто до гладкости, не оставлять его комковатым, жидким, бесформенным. Обязательно нужно домесить тесто до состояния хорошо собирающегося шарика. Давайте подытожим. Итак, чтобы ваша хлебная заготовка не растекалась перед выпечкой, нужно обязательно проверить, какой рецепт вы выбрали, и не выбирать слишком влажные варианты хлебов, если вы начинающий. Обязательно хорошо замесить тесто. Обязательно его выбродить в необходимое время при правильной температуре. Кстати, у меня есть сюжет о том, какие стадии брожения проходит пшеничное тесто. И как по признакам внешнего вида хлеба, вернее теста еще, определить, достаточно оно бродило или нужно еще. Посмотрите обязательно, вам это очень поможет. Не допускайте переброда, внимательно отнеситесь к выбору расстоечных корзин. Еще раз повторюсь, они должны быть тесными и высокими. Помните, как выглядят хлебные формы? Это узкое основание и высокие стенки. Вот и корзинки для расстойки должны быть узкими и высокими. Ну и учитесь плотно формовать заготовки, тогда шансов на то, что хлеб у вас растечется с каждым разом, будет все меньше, меньше и меньше. И хлеб обязательно вас порадует красивым подъемом, румяной тонкой корочкой и потрясающим вкусом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите ко мне в Телеграм, все ссылки есть в описании, а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.